И вот я до сих пор помню, как пуля прошла у меня между ухом и плечом, и как возле нее шипел воздух. Мне этого хватило на всю оставшуюся жизнь. Какой-то поворот туда-сюда, я там что-то задержался, и мой приятель просто исчез. Находили мы даже, что интересно, пиво в укупорке, вот этой проволочной с керамическими пробками, целое. В школу, естественно, где я учился, приносили пацаны различные взрывоопасные предметы, да, хватало ума и, в общем, дурковали. Стреляли там, допустим, по дорожным знакам, стреляли там по найденным каскам или просто тупо полили в воздух. Он открывает сумку и вытаскивает из нее банка, по-моему, где-то грамм 700 или даже там литровая, ну, в общем, что-то больше пол-литра. И она заполнена вся вот этими вот надерганными золотыми зубами. Кто жил в то время, знает, что в те благословенные, так сказать, времена во многих-то городах не рекомендовалось заходить в другие районы. Потому что можно было сразу на вопрос «ты откуда?» получить, скажем так, путевку в жизнь. За, скажем так, определенное вознаграждение были готовы рассказать, где они сами что-то спрятали, либо они знали, что спрятали их соседи, там родственники. Фонари у нас, на тот момент уже у нас были хорошие фонари, японские, привозные с морей. Он говорит: а где ты был? Я кричал. Я говорю: я тебя кричал. Он говорит: а что это у тебя? Я говорю: да вот, видишь, вот такая ситуация. И он мне говорит, значит, вот я фонарем светил, там внутри стоит стеклянный гроб. И якобы там еще рядом что-то есть. Эфес от офицерской сабли в серебре, немецкой еще кайзеровской армии. Или просто грабили тех немцев, которые оставались еще на территории области, отнимали у них ценные вещи. В те времена тоже не отменял. Рыбу надо было чем-то глушить. В ход шли боеприпасы. Были случаи и когда кто-то погибал, но, слава богу, не в моем кругу. Копали просто наобум. Были те, кто целенаправленно занимался разграблением немецких кладбищ, захоронений, гробокопатели. Значит, ствол этого орудия, там был замок, был затвор. Как привести это в боевое положение и выстрелить куда-то, ну, естественно, в небо. Кончилось это тем, что и карта тогда это стоила по тем временам, ну, каких-то безумных денег. Ну, книжки с воспоминаниями о взятии нашей области, наверное, читали тогда лишь очень серьезные и продвинутые товарищи. Ствол пулемета немецкого МГ, но он без приклада, а так он весь в сборе фактически. Вот. Ствол немецкого пулемета. И лежит он, значит, как-то интересно так, кирпич. И рядом с кирпичом я вижу человеческие останки. Говорит: о, ничего себе, ты там нашел, там это. Вот, откуда, а где? Я говорю: я туда больше, честно говоря, не хочу идти. Вам тут делать нечего. И вы сюда забрели как-то по ошибке. И вообще, чтобы у вас тут духу не было. Друзья, всех приветствую. Вы снова на канале Рыболов-Копатель. Сегодня у нас очередной выпуск нестандартного формата. Я в гостях у нашего комрада, у профессора. Как вы уже можете понять по названию видео, сегодня будет формат беседы, рассказа от профессора на тему «Первые копари в Калининграде», коп в Калининграде при СССР, первые клады, ну и, конечно же, истории из первых уст. Так что, друзья, не переключайтесь, будет очень интересно. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья и добра. Здравствуйте, подписчики и те, кто собирается присоединиться к каналу. Павел уже озвучил тематику сегодняшнего вечера. Я, как и любой историк,
официальный причем, не диванный, а тот, кто получил образование в университете по данной теме, привык начинать разговор с предыстории, чтобы всем было понятно. Небольшой экскурс. Копательство на территории Калининградской области или Восточной Пруссии тогдашней возникло не вчера, не позавчера и, может, даже не в 80-е годы, а еще значительно раньше. Что этому способствовало? Как мы знаем, во время штурма, точнее, я извиняюсь, взятия области нашими войсками за период 44-45 года, местное население немецкое, получив приказ от гауляйтера Коха, от партийного руководства Восточной Пруссии, должно было покинуть места своего проживания, соответственно, уничтожив все имущество, которое не могло быть взято с собой или использовано при обороне немецкими войсками. Значит, следовательно, люди, которые отступали с немецкими войсками, были вынуждены брать с собой только ценные вещи, документы, естественно, какие-то там фамильные ценности и прочее. Остальное либо уничтожать, либо прятать. Немцы не отличались здесь большой изобретательностью. Пряталось, как правило, все в пределах досягаемости от своего жилья, где-то, в радиусе, может, километра, если это был какой-то хутор или там поселок или имение. А в городах люди вообще закапывали свое имущество прямо во дворах своих домов. По причинам, допустим, когда кто-то из местного населения не мог эвакуироваться или не успевал просто вследствие прорывов наших войск, люди были вынуждены все это там доставать, выкапывать. Что-то, конечно, оставалось в земле, но, тем не менее, когда отгремели бои на территории нашей области, когда пал Кёнигсберг, когда пала Пиллау, и когда прекратилось организованное сопротивление на Балтийской косе в начале мая месяца, наступил мир. В область потянулись первые переселенцы, которых сюда привозили, точнее приглашали наши власти на обзаведение, на заселение области, которая фактически она на 30 или даже более процентов она обезлюдила. Приглашались в основном люди из разоренных районов СССР, как Белоруссия, допустим, Смоленская область, там, Калининская область, Новгородчина. И также были переселенцы из Прибалтики. То есть у людей на их родине фактически ничего не осталось. И сюда они ехали, что называется, в попытках создать свою новую жизнь, найти свое новое счастье. Кому-то везло, кто-то в силу своей должности, которую получал здесь при трудоустройстве, мог воспользоваться тем, что бросили отступавшие немцы. То есть приходили в квартиры, в дома и видели какую-то утварь, оставшуюся от прежних хозяев, и ей пользовались. Остальным же, кто, например, оказался на периферии, небольшие городки, которые сильно пострадали во время боев, или на каких-то там сельских районах, фактически довольствовались только тем, что могли привезти с собой. И, вспоминая историю нашей области, первый послевоенный год оказался чрезвычайно голодным. Вследствие неграмотного и бездарного, я бы сказал так, управления нашими властями сельским хозяйством. У немцев, как уже я в одной из передач говорил ранее, плодородный слой залегал на 25-30 сантиметров.
Мы привыкли пахать на территории СССР на глубину 50 и, может быть, чуть более сантиметров. Поэтому первая посевная для нас оказалась провальной. К сожалению, ничего по приказу партии у нас не росло, хотя земля здесь была благодатная. И наступил первый послевоенный голод. Что повлекло за собой у коренного населения немецкого, которое здесь еще оставалось, и первых переселенцев попытки как-то решить проблему с продовольствием. Кстати, часто многие задаются вопросом, почему же наша так называемая континентальная Россия, СССР, не помогла продовольствием нашей Калининградской области в период, когда здесь был страшный послевоенный голод 46-47 годов. Все объясняется просто. Склады в России, в СССР, будем говорить по-старому, были заполнены стратегическими запасами, но после речи Черчилля в Фултоне в 1946 году, когда была объявлена фактически холодная война, наше руководство страны было уверено, что вот-вот начнется вторжение англо-американских союзных войск. И поэтому все запасы приберегались для этого, для фактически той же обороны центральных областей России и Москвы. То есть на тот момент в расчет нашу Калининградскую область, которая стала после, в 1946 году была переименована после Восточной Пруссии, в расчет уже никто не брал и считалось, что ее просто придется сдать. То есть она будет потеряна. Ввиду этого продовольственные нормы, которые существовали здесь во время голода, были очень жесткими. И что следует отметить, иждивенцы, кто не работал из местного населения и, скажем, наших переселенцев, не получали вообще никакого пайка. Это вынудило наших сограждан искать вот эти вот тайники, оставленные немцами, где, судя по разговорам тех же немцев, кто еще оставался здесь, и, естественно, плюс наши фантазии, что там хранилось что-то там очень дорогое, какие-то там чуть ли не золото, бриллианты и т.д. и т.п., что можно было как-то обменять у вороватых интендантов на продукты. Вследствие этого и появились первые зачатки так называемого копательства у нас. По воспоминаниям первых переселенцев, да и в принципе по первым оперативным сводкам наших органов, находившихся на территории области сразу после войны, было на тот момент немало случаев, когда наши граждане не работали, хотя обязаны были. Кто вырос во времена СССР, знал, что была статья за тунеядство. Были вынуждены оставить работу, которая оплачивалась очень скудно, плюс к тому, что пайки были очень малы, и плюс у каждого наверняка были родственники, которые в силу определенных причин, возраста или болезней не могли работать, их надо было как-то обеспечивать, стали заниматься вот этим вот копательством. Когда во дворах домов, в городах, в парках массово стали копать и искать различные немецкие, значит, вот эти вот припрятанные тайники. Плюс этому способствовало немецкое население местное, которое также хотело есть, как и мы, и за, скажем так, определенное вознаграждение были готовы рассказать, где они сами что-то спрятали, либо они знали, что спрятали их соседи, там родственники. И в итоге у нас на территории области появились фактически бродячие группы,
состоящие из там 5-10, может, человек, которые растекались по всей области в поисках вот этих вот тайников. Но на тот момент, как мы понимаем, никакого специального оборудования, каких-то там инструментов и навыков у людей не было. Шли фактически на удачу. В сельских районах приходили на брошенные имения, хутора, где взламывали там подвалы, выгребали оттуда там оставшееся продовольствие, которое с собой не забрали беженцы. Или просто грабили тех немцев, которые оставались еще на территории области, отнимали у них ценные вещи с целью пропитания. По воспоминаниям современников тогдашних, все блошиные рынки в крупных городах нашей области были завалены различными элементами утвари, посуды, одежды немецкой, что фактически за бесценок продавалось, менялось. Люди как-то хотели жить, то есть им надо было питаться, как-то обустраиваться. Но впоследствии, ближе уже к началу 50-х годов, когда был преодолен первый послевоенный голод, это все уже пошло фактически на спад. То есть, когда было собрано, что называется, то, что лежало на поверхности, и все, что могли рассказать немцы. Ну, немцев, как мы знаем, в 1947 году всех организованно отсюда выселили, и источники информации фактически отсюда уехали в Германию. Кто-то в ГДР, кто-то в ФРГ. И уже начиная с второй половины 50-х, 60-х годах копательство приобрело такой, я бы сказал, скрытый такой характер, когда этого никто не афишировал. То есть фактически мы могли жить с человеком на одной лестничной клетке или в одном дворе и даже не знать, чем он занимается. То есть тогда уже, естественно, стали в первую очередь промышлять добычей оружия, которое еще в изобилии имелось на местах боев, боеприпасов. Ну, никто, как мы знаем, браконьерство в те времена тоже не отменял. Рыбу надо было чем-то глушить, в ход шли боеприпасы. Тем более область Калининградская покрыта вся реками и озерами. Рыбы здесь было после немцев в изобилии. И также стоял вопрос лишнего заработка. Тем более, что во времена хрущевской реформы, как мы знаем, когда обложили налогами подворья сельские, вплоть до того, что каждую голову скота, каждое плодовое дерево, то есть люди после относительно такого, скажем так, спокойного и стабильного периода вновь оказались перед выбором. Что делать дальше? Как обеспечивать свое существование, к которому люди во времена вот этой непродолжительной стабильности привыкли? Когда я сам впервые стал заниматься подобным промыслом, если говорить о копательстве. Сейчас я, наверное, уже и не вспомню. Но это был примерно среднешкольный возраст. Рядом со мной в соседнем доме жил один достаточно такой пронырливый паренек, он был меня постарше. И он вовлек меня в это дело. С чего все это начиналось, в общем-то? Те, кто промышлял подобным видом, копал и прочее, естественно, об этом никому ничего не говорили, потому что наша милиция тогда работала достаточно бдительно и деятельно, и можно было из-за этого поиметь большие неприятности, потому что любое упоминание о человеке, который что-то где-то там копает, ищет, ассоциировалось, естественно, с огнестрельным оружием и боеприпасами. То есть человек, который что-то копал, по определению не мог ничего найти, и чтобы вот не взять домой. В
школу, естественно, где я учился, приносили пацаны различные взрывоопасные предметы, да, хватало ума и на это. Вплоть до того, что приносили части вот огнестрельного оружия, рассказывали, хвастались, что кто-то из родных и близких где-то что-то нашел, выкопал. То есть информация у нас гуляла среди нас, вот где-то начиная ближе к среднему школьному возрасту. Конечно, уже появлялся интерес. Где это все нашли, а как это в действии попробовать. Вот. Ну, начинали, естественно, с чего? Слава богу, не додумывались разряжать боеприпасы, но уходили в лес и разводили костры и пробовали это взрывать. Ситуации, конечно, были разные. Были случаи и когда кто-то погибал, но, слава богу, не в моем кругу. Получали увечья, но как в любой подростковой среде нас это ничему не учило, а лишь только подзадоривало. И, значит, вот этот мой сосед, который жил рядом со мной, он, как натура деятельная, предложил мне следующее. Говорит: слушай, а чего мы ждем-то? Чего время просто так проводить? Давай пойдем куда-нибудь, что-нибудь там попробуем найти. Ну, как мы понимаем, на тот момент никаких приборов у нас по определению быть не могло. Мы о них и слышать ничего не слышали. В воинских частях, естественно, все эти миноискатели были на строгом учете. И, забегая вперед, скажу, что я где-то до начала 90-х, даже, может, конца 80-х годов ни у кого из копательской братьи ничего подобного не видел на вооружении. И мы с этим товарищем, просто вооружившись лопатами и, что называется, энтузиазмом юношеским, стали раскапывать немецкую помойку, которая находилась неподалеку от дома. Копали просто наобум. Выкапывали целые пещеры, рискуя, что на нас обвалится земля. Такое бывало, но, слава богу, без последствий. Находили, ну, и разную дребедень, ну и попадались нам и предметы, значит, столового обихода, ножи, вилки, причем попадались и мельхиор, и попадалось серебро, попадались нам и посуда, ну, в основном, конечно, битая. Попадались нам, находили мы даже, что интересно, пиво в укупорке, вот этой проволочной с керамическими пробками, целое. Но попробовать мы это не решились, отдавали местным алкоголикам. Алкоголики вроде бы выжили. Вот. Находили различные предметы обихода, ну, как быта, скажем, утюги, сковородки и там мясорубки, даже кофемолки находили, различные, значит, побрякушки, то есть фрагменты бус, каких-то украшений. Попадалась ювелирка, но попадалась на этой помойке она чрезвычайно редко. Конечно, ходили слухи, что кто-то что-то нашел, но фантазировать и обманывать не буду. Лично я этого не видел в то время, чтобы кто-то что-то такого дельного, ценного нашел. Может, и находил, но может и нет. То есть тут история об этом умалчивает. Вот. И мы копали, значит, эту помойку с большим усердием, регулярно мы туда ходили, благо все это было рядом. Потом, подогретые видом оружия, боеприпасов, которые показывали, скажем так, на тот момент наши еще будущие комрады, мы решили переместиться куда-нибудь в более серьезные места. Вот. Первым из них стала стоянка немецких зенитчиков на берегу нашего моря Балтийского. Кончилось это тем, что мы нашли ствол
от немецкой зенитной пушки «Эрликон» и ящики с вот этими вот эрликоновскими снарядами. Кончилось это тем, что мы ничего не нашли лучше, как приперли этот ствол прямо к нам, к дому. В казеннике ствола был виден снаряд, и он, судя по капсуле, не был пробит. И мы разрабатывали планы, как привести этот, значит, ствол этого орудия. Там был замок, был затвор. Как привести это в боевое положение и выстрелить куда-то, ну, естественно, в небо. Кончилось это тем, что соседи бдительные, увидев это, пришли в ужас, вызвали, так сказать, ребят соответствующих. Ребята приехали, вот, забрали этот ствол и не знали, как его вести. Они приехали на УАЗике, вот, не знали, как его вести. И в итоге этот ствол не повезли, а понесли вдвоем, куда-то в неизвестном направлении. Нам, конечно, досталось, нас пытали, ну, словесно, естественно, где мы его взяли. Мы, как партизаны, ничего не сказали, сказали, что нашли его якобы на какой-то свалке. Была у нас за городом такая свалка, сказали, что нашли там. Вы знаете, дорогие подписчики и те, кто собирается присоединиться к каналу, я в Ютубе увидел один из роликов, где некий дедушка под, по-моему, Санкт-Петербургом рассказывает некоторые истории про свою, так сказать, боевую молодость. Я много чего его не слушал, но, прослушав один ролик, я вспомнил и ассоциировал это, скажем так, с собой. Что можно сказать о копарях моих современников, когда мы только начинали заниматься? Как я говорил до этого, они себя не афишировали, и об этом можно было узнать лишь только по великому секрету, что от кого-то, что вот тот человек, где-то что-то у него, там кто-то что-то видел, или кому-то что-то тот человек рассказывал. Так вот, когда мы переместились со своим приятелем уже после истории с эрликоновским стволом и снарядами, когда мы переместились уже в леса, ездили туда на велосипедах, привязав к раме лопаты. Ездили в глухомань и, соответственно, что-то копали. Ну, как вы понимаете, какой-то информации у нас на тот момент не было. Интернета не было. Где это все было почерпнуть? Ну, книжки с воспоминаниями о взятии нашей области, наверное, читали тогда лишь очень серьезные и продвинутые товарищи, которые хотели делать привязку уже непосредственно к местам, куда они поедут. Мы ездили в основном туда, о чем где-то что-то слышали краем уха. Что я могу сказать по поводу того, что мы там видели? Ну, если опять вспоминать рассказы этого дедушки, который говорил, что там их надо было ездить аккуратно и осторожно, чтобы не столкнуться с конкурентами, то да, фактически я могу это подтвердить. Это не то, что сейчас встретились комрады, пообщались, кто-то кому-то что-то продемонстрировал из найденного, обменялись телефонами, пожелали удачи, хабара и разошлись. В те времена все было несколько иначе. Если вдруг, допустим, ты оказывался в том месте, где уже кто-то был, и если возрастная категория тех, кто тебя опередил, оказывалась уже побольше, они были пошире в плечах, и их было там, допустим, опять-таки на несколько человек больше, чем вас, то вам, как правило, простым и недвусмысленным способом объясняли, что вам тут делать нечего, и вы сюда забрели как-то по ошибке, и вообще, чтобы у вас тут духу не было. Ну, это хорошо, если это ограничивалось там пинком, или там зуботычиной, или оплеухой.
Могли и просто отнять лопаты, а могли и облегчить ваши карманы на предмет мелочи, которая у вас там была от родителей. То есть все было гораздо жестче. И, соответственно, приходилось убираться не солоно хлебавши. Ну, что поделать. Кто жил в то время, знает, что в те благословенные, так сказать, времена во многих-то городах не рекомендовалось заходить в другие районы. Потому что можно было сразу на вопрос «ты откуда?» получить, скажем так, путевку в жизнь. Вот. Поэтому из того, что я видел у тогдашних копарей, ну, верх совершенства, естественно, были что? Щупы самодельные, лопаты, тоже, допустим, какие-нибудь, ну, наверное, скорее всего, тоже что-то там доработанное на каком-нибудь производстве или в какой-нибудь сельхозтехнике. Хорошие ножи, ну, или там штыки. Многие, естественно, с собой брали и копанное оружие, которое применяли там же, отстреливали. Ну, в общем, дурковали. Стреляли там, допустим, по дорожным знакам, стреляли там по найденным каскам или просто тупо полили в воздух. И вот если где-то ты идешь или едешь и слышишь подобное, там уже понятно, туда лучше не соваться. Потому что был один случай как-то, когда мы также приехали в один район, решили покопать. И только, значит, мы там расположились, как внезапно выходит пару человек, и до них было, ну, может быть, метров там 30. Но у одного из них в руках был, судя по внешнему виду, 98-й карабин. Правда, ложа у него была самодельная уже. Вот. И они без лишних разговоров просто взяли и начали по нам из него стрелять. Ну, естественно, не на поражение, слава богу. Но, очевидно, решили показать всю серьезность своих намерений. И вот я до сих пор помню, как пуля прошла у меня между ухом и плечом, и как возле нее шипел воздух. Мне этого хватило на всю оставшуюся жизнь. Естественно, мы дали оттуда дёру, и должен даже сказать, что бросили свои велосипеды. Но надо отдать должное этим ребятам. Потом, когда мы вернулись через несколько часов, велосипеды они наши не тронули. Только спустили колеса. И на том, как говорится, слава богу. Больших групп копателей тогда у нас на территории области я, наверное, не припомню. 2-3 человека. Как правило, брали с собой собак такого звероподобного вида, чтобы у тех, кто приближается, не было желания, скажем так, подойти, познакомиться. То есть, как правило, собака или собаки все это объясняли еще на дальних подступах. Приходилось уходить. Ну, понятно, что далеко мы не ездили. Копатели делились на несколько таких устойчивых групп. Значит, те, кто копал по войне, это было абсолютное большинство. Именно война, боеприпасы. Ну, как мы понимаем, в то время продать оружие, в принципе, труда не составляло. Но и также не составляло большого труда обрести за это дело неприятности серьезные. Поскольку милиция наша работала хорошо, и осведомителей было в нашей среде немало. Были те, кто целенаправленно занимался разграблением немецких кладбищ, захоронений, гробокопатели. Но это считалось у нас своего рода, ну, такой низшей кастой. В основном занимались этим люди без, скажем так, каких-то моральных принципов, либо сильно пьющие, кто рассчитывал на сиюминутный результат. То есть
я даже видел в свое время у одного человека, который, правда, не имел к этому ремеслу никакого отношения, карту захоронений нашей области, немецкую, где были отмечены все кладбища, вплоть с начала даже, по-моему, 19 века. И карта тогда это стоила по тем временам, ну, каких-то безумных денег. Значит, и он ее был вынужден прятать, чтобы ее никто не видел. И мне ее показал под большой стакан и взял с меня клятву, что я никому никогда об этом не скажу. Вот. И была еще одна категория, ну, мы их называли старьевщики. Кто именно вот уже начинал тогда промышлять по вот этим подвалам, значит, искать, начинать вот эти вот прикопанное имущество немецкое. Благо на тот момент такого варварского современного строительства еще не было на территории области. И многие населенные пункты имели еще первозданный облик, как при немцах. То есть лепились где-то с краю там микрорайончик какой-нибудь, там хрущевок или брежневок. Остальное население все жило в старом немецком фонде. И вот эти люди уже потихоньку начинали уже, скажем так, искать. Но их было, конечно, по сравнению с первыми двумя категориями, еще их было достаточно немного. И была еще совсем малая такая немногочисленная категория, которая даже, наверное, к лопате и щупу не имела никакого отношения, которая в среде пенсионеров работала и старалась скупить у них то, что осталось еще от немцев. Ну, этих закопателей мы считать не будем. Это люди, которые причисляли себя к таковым, но, наверное, лопату-то видели все в своей жизни только издали. Всех, наверное, интересует конкретная история. А то болтовня болтовней, все скажут, мы это и так плюс-минус знаем. Что можно сказать из реальных историй, в которых не то, что мне кто-то рассказывал, от кого-то я что-то слышал, что, естественно, как и в рыбацкой среде, то там могут приврать. В чем непосредственно сам я оказался, скажем так, замешан. Где-то в середине 80-х я познакомился с одним мужичком, который, как говорят, сейчас был шибко продвинутый в этом деле. Он жил один, он был не из нашего города, с области. У него на тот момент была машина, что, как вы все знаете, было, скажем так, предметом роскоши, наверное, тогда. То есть он был мобильный, он мог в любую точку области приехать, когда надо, и уехать, когда надо, что надо привезти. Мы с ним познакомились на работе. И началось у нас все с чего? Он мне начал, будучи, скажем так, немножко выпивший, чтобы не ездить каждый день домой, он оставался там у нас и ночевал. И он рассказывает мне следующую историю. Он оказался из вот этой второй категории мародеров, гробокопателей. Что тогда, как я говорил, достаточно процветало у нас на территории области. Методика была самая примитивная. Находили кладбище и шли по головам. То есть определяли, как лежат тела, невзирая там, военнослужащие там или, допустим, гражданское население. И шли по головам. Определяли, вот где голова, и копали голова-грудь. То есть интересовали что? Естественно, украшения, золотые зубы и, в общем-то, может быть, то, что было там где-нибудь, в карманах, что ли, там, нагрудных, может, на руках. И даже в то время, хоть и советская власть все эти вещи не афишировала, но информация, бывало, проскальзывала.
И судя по рассказам тех же вот этих мародеров-копателей, что даже, в принципе, милиция их не трогала. То есть даже могли подойти, спросить, что есть, и все. Главное, что оружия нету. То есть вроде бы захоронение своих граждан грабить считалось преступлением. Немцы вроде как не подпадали под эту категорию. И вот он мне, значит, начал рассказывать. Ну, скажу честно, я такой человек достаточно скептически настроенный. Я ему не поверил. Я говорю, ну, надо как-то подтвердить, доказать. И он, недолго думая, говорит, спорим на 2 бутылки коньяка. В то время, кто знает, кто помнит, коньяк была вещь не дешевая. Пресловутая борьба с пьянством еще не началась, но тем не менее. И он, значит, уехав на очередные выходные, появляется, я уже, честно говоря, об этом забыл, он меня подзывает и говорит, вот, как коньяк-то готов? Я говорю, да нет, в общем-то. Он говорит, ну, пойдем, отошли, что называется, в одно помещение. Он открывает сумку и вытаскивает из нее банка, по-моему, где-то грамм 700 или там литровая, ну, в общем, что-то больше пол-литра. И она заполнена вся вот этими вот надерганными золотыми зубами. Где-то там даже видны обломки костей, видно, что, естественно, они все разные. Ну, значит, среди этих зубов там они разные по цвету, по оттенку. Очевидно, где-то старые, где-то там на тот момент еще не очень старые. Ну, что тут сказать? Я был, естественно, не то что там шокирован, но поражен. Я принес, значит, ему 2 бутылки коньяка, как и обещал. Мы вместе их распили. И он, недолго думая, предложил мне принять участие в экспедиции. Я спросил, куда и что. Он говорит, ну, якобы он там нашел одно захоронение, и мне оказано высокое доверие, как человеку, скажем, не болтливому, принять участие. Ну, с определенной долей сомнений я, конечно, согласился, потому что, ну, не скажу, что я человек такой шибко принципиальный, но разорять захоронения, пусть там они и немецкие, как-то для меня было, ну, не очень-то. Но раз я ему обещал, значит, я приезжаю в Калининград, он встречает меня на своей машине, и мы едем в один из пригородов Калининграда. Сейчас они уже практически срослись. И он мне в машине сообщает следующее. Значит, я нашел, мол, захоронение в этом пригороде. Оно там где-то на отшибе. И его сейчас, вот он уже там был, и его надо вскрывать. Я, конечно, не знал, что под этим подразумевается. Но приезжаем, машину оставляем на дороге. Я говорю, а где что? Там вокруг поля. Он говорит, а вон, видишь, через поле надо пройти, а там такой лесок. Наверное, ну, может, метров 500 от дороги. Значит, он мне вручает инструмент. Ну, инструмент, опять-таки, лопата, там, лом, кувалда небольшая. И у него все остальное в сумке. То есть, и мы идем прямо через поле, белым днем, все нормально. Приходим, значит, в этот лесок, и там, оказывается, значит, в свое время, как я понял потом, было немецкое имение. Оно было уже не существовало на тот момент, оно было распахано. Все. И, как и при каждом имении господском, существовали фамильные склепы рядом. И они сохранились каким-то образом, каким-то чудом до вот этой середины 80-х годов. И, значит, приходим, он мне показывает, он там что-то разрыл, и виден угол этого склепа. Значит, бетонная плита.
И он, я так понял, с его слов, он, значит, пытался ее расколоть кувалдой, но немецкая заливка оказалась очень хорошей, и он смог отбить только угол. Куда буквально, ну, может быть, пролезала там рука. И он мне говорит, значит, вот я фонарем светил, там внутри стоит стеклянный гроб. И якобы там еще рядом что-то есть. Но я, конечно, не гробокопатель, но, тем не менее, слова я его принял на веру. Он достает фонарик, светили, ну, что-то, да, видны какие-то очертания, вроде как стекло. Бликует что-то там. И я говорю, так что делать-то? А он мне говорит, ну, сейчас мы будем вскрывать. И что он делает? Он достает с сумки толовую шашку. Типовую армейскую шашку. Давай, отходи, прячься. Я говорю, ты что, обалдел? Говорю, как мы сейчас будем? Тут дорога рядом идет, белый день. Он говорит, сейчас все будет нормально. И, в общем, он это дело все устанавливает, происходит подрыв, и в итоге, значит, отлетает кусок этой плиты, и такой достаточной величины лаз, чтобы туда можно было залезть. И, значит, он уже бежит в припрыжку к этому склепу, давай смотри, тут вокруг. Я, естественно, весь в холодном поту, думаю, сейчас нас тут примут вместе со всем этим делом. И он туда залезает. Значит, я смотрю туда, в это отверстие, в этот пролом. И он мне, значит, комментирует. Вот, я, говорит, вижу, тут лежит женщина молодая. На ней, говорит, вижу там кольца, сережки, там цепочку, по-моему, там еще что-то. И я, естественно, ну что я могу сказать? Я говорю, ну как ты это достанешь? А он, недолго думая, берет, значит, там, то ли, я не помню, что у них было, или он затащил с собой лом или кувалду, и, судя по звуку разбитого стекла, он просто все это разбивает, варварски. И он, значит, вылезает оттуда, сует мне там часть того, что он там надобыл. Ну, естественно, как-то брать это мне, я извиняюсь, спокойненько не хочется. И тут же он мне сообщает, что, ты понимаешь, вот там еще рядом, а там еще рядом оказался гроб деревянный, очевидно, там ребенок. Может быть, просто ребенок умер при родах и вместе с роженицей. Ну и, честно говоря, после этого я понял, что это не мое. То есть я видел в деле всех этих гробокопателей, и получается, что после этого мы с ним больше не виделись продолжительное время. Потом он меня снова, значит, нашел и предложил уже опять съездить уже в центр области. Нашел какое-то захоронение Первой мировой войны. Сказал, что... Вернее, показал эфес от офицерской сабли в серебре, немецкой еще кайзеровской армии. Сказал, что место очень такое жирное, что надо съездить. Вот. Я, конечно, начал под разными предлогами это дело откладывать. И, ну, он такой человек не очень-то понятливый был, он, видно, он говорит, ну ладно. Давай в следующий раз опять. Ну, он знал, где я работаю. Проходит еще где-то там какое-то время, он опять появляется. Вот. И говорит, что якобы еще одно место нашел. Но на тот момент мы уже стали ездить копать по войне. И стали ездить копать в сторону побережья. Находили, естественно, различные там предметы амуниции, значки, каски. То есть в то время это как-то, ну, не считалось там каким-то, ну, чем-то таким необычным. То есть многое из того, что сейчас люди дрожащими руками собирают и уносят домой, у нас не считалось за какую-то добычу.
Все это отправлялось либо в лесной музей, либо расстреливалось из образцов оружия, которое удавалось привести в боевое положение. Вот. И, значит, как-то раз мы поехали в один форт копать. И там же вот эти штольни, галереи подземные, многие из них были засыпаны, либо были взорваны нашими саперами еще в послевоенный период, чтобы туда не лазили. Но нашли мы там одну лазейку, спустились и стали ходить, значит, искать что-то тоже из оружия. Ну там тем более копать-то не надо, идешь, смотришь там под ноги больше. Фонари у нас, на тот момент уже у нас были хорошие фонари, японские, привозные с морей. Значит, мы залезли туда, идем, значит, смотрим. И, ну, там идут эти штольни. И мы брали с собой ученический мел и на стенах рисовали стрелки. Естественно, никаких ниток мы за собой не разматывали. Никаких у нас там навигаторов тогда не было. Рисовали стрелки на красном кирпиче. И так получилось в один момент, что какой-то поворот туда-сюда, я там что-то задержался, и мой приятель просто исчез. Я кричу, эхо, конечно, там гулкое, никто не отвечает. В чем дело? Я, конечно, в тихой панике. Что случилось, где искать? Я-то знаю, как выйти. У меня вроде стрелки тут видны. И тут у меня гаснет фонарь. Я на тот момент был уже не курящим, ни зажигалок, ни спичек, у меня ничего не было. Я оказываюсь в полной темноте. То есть, что делать? Вспоминается сразу истории и тех, так сказать, исследователей, копарей, кто лазил по подобным фортификационным сооружениям. Что делать? Без понятия. Куда идти? Ну, вроде как по наитию. Начинаешь там по стенам, идешь. Прошел, я не помню сколько, значит, назад, естественно. Кричал, приятель мне не отвечает. Иду и спотыкаюсь о что-то на, вот, значит, в коридоре вот этих вот, на полу этого коридора. Местами там все было завалено битым кирпичом, местами там был песок со всяким хламом, а местами было достаточно ровно. Спотыкаюсь и, значит, помню, что сильно ссадил себе ногу. И в какой-то момент пытаюсь ощупать руками, что там находится. И вдруг, вот представьте себе, вот такая ситуация. Фонарь-то у меня в руке, я его не убрал в карман, и у меня зажигается фонарь. Я, конечно, ну, не знаю, в чем дело. Горит, причем совершенно нормально. Не то, что он там батарейки сдохли. У меня зажигается фонарь. И, соответственно, я вижу на тот момент под ногами у себя, вижу, значит, ствол пулемета немецкого МГ. Но он без приклада, а так он весь в сборе фактически. Вот. Ствол немецкого пулемета. И лежит он, значит, как-то интересно так, кирпич. И рядом с кирпичом я вижу человеческие останки. Уважаемые друзья, а теперь пришло время полезной информации. Интернет-магазин Антиквар 32 дарит скидки до 25% на металлоискатели и аксессуары по промокоду РЫБАКОП. Каждый, кто увлекается копом, сможет подобрать для себя товар в каталоге, а это и металлоискатели, и пинпоинтеры, поисковые катушки, поисковые магниты, также каталоги монет. Можете подобрать для себя металлоискатели БУ. Переходите по ссылочке, которая будет указана в описании, и обязательно применяйте промокод РЫБАКОП.
Это даст возможность получить скидку до 25%. То есть такое впечатление, что часть свода обрушилась и кого-то тут засыпало. И я при помощи фонаря, естественно, вижу, что под кирпичом я вижу останки, но, скажем, ввиду стресса, который я получил, я не пытаюсь их даже разбирать. То есть я интуитивно хватаю в руки этот ствол и с ним начинаю выходить. Выхожу, в принципе, достаточно быстро, только выхожу не на то место, откуда мы начинали, выхожу во внутренний дворик, так называемый. И нос к носу сталкиваюсь с приятелем. Он говорит: а где ты был? Я кричал. Я говорю: я тебя кричал. Он говорит: а что это у тебя? Я говорю: да вот, видишь, вот такая ситуация. Значит, он говорит: о, ничего себе, ты там нашел, там это. Вот, откуда, где? Я говорю: я туда больше, честно говоря, не хочу идти. Он пристал ко мне: да ты давай покажи. Я говорю: слушай, если хочешь, иди туда сам. Вот. И он, значит, его, как говорят, перемкнуло. Он туда-сюда: расскажи, покажи. В общем, я говорю: иди сам. Он пошел, сходил, приходит, говорит: я ничего не нашел. Я говорю: ну, я не знаю, я туда, значит, не пойду. Он мне предложил, значит, этот пулемет, он со стволом, с затвором, все. Когда мы его разглядели, это был уже 42-й. Вот. Он был, правда, немножко помят кожух, очевидно, от ударов вот этих кирпичом. И, в общем, кончилось это тем, что я ему говорю: ты, если хочешь, вези его сам. А мы приехали туда на электричке. Соответственно, ну как его везти? Его надо во что-то заворачивать, он мялся, и, в общем, этот ствол взял, он его спрятал, прикопал, и причем сделал так, чтобы даже я не знал где. И потом в следующий раз он мне сказал, что он туда ездил, якобы он уже его не нашел. Не знаю, правда это или нет, но, как говорится, получилось так. В силу определенных причин, друзья, вы понимаете, что сейчас все вспомнить сложно. Тем более весь этот ролик, который вы смотрите, это фактически экспромт. То есть прошло времени достаточно много, и стараясь все эти истории вспомнить и связать воедино, и излагать их в хронологической последовательности, скажем так, не так просто. Это наша не единственная передача, будет еще выходить. Я, конечно, постараюсь покопаться в закоулках своей памяти и вытянуть оттуда то, что было со мной лично. А поверьте, такого было немало. Поэтому в комментариях, пожалуйста, задавайте вопросы. Я на них обязательно отвечу. И подписывайтесь. Естественно, не раздумывайте. Будет интересно. Всех с наступающим Новым годом от меня, профессора, и от канала Рыбакоп.